Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько мы с вами не изучали и расследовали крипипасты. Исправляюсь. Сегодня мы с вами взглянем еще на несколько крипипаст, которые мне прислали подписчики и зрители в комментарии под прошлым выпуском. Их список вы прямо сейчас видите у себя на экране. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Начнем на этот раз мы со смертельных файлов, а затем закончим все взломами телеканалов. Приступим к делу. Первыми пойдут сразу два смертельных файла. One Channel AV и Clock WMV. По мне, так данные файлы очень похожи друг на друга, ну а в чем их разница, уже решать вам. Начнем с видео под названием Clock WMV. В 2011 году в 8 часов утра на YouTube попал очень необычный ролик. В 8 часов утра должны показывать новости на Первом канале. Со слов очевидца, я включил телевизор и увидел, что Первый канал был немного странный и даже пугающий. На 30-й секунде я случайным образом услышал чей-то голос: «Помоги нам!». Я был в шоке. На 45-й секунде я услышал такие слова: «Ты единственный, кто может помочь». Я уже был не живец, а на 57-й секунде я услышал последние слова: «Прощай, Антон». А затем после часов появился очень страшный скример. Конец истории. Сейчас это видео удалено из-за 162 суицидальных случаев, и это видео хранится только на Рутубе, и то если вам 18. Второй файл называется One Channel AV. В 2012 году на YouTube попало видео под названием One Channel AV. Видеоролик представлял из себя искаженные вечерние часы Первого канала. В конце были страшные скримеры и искаженная картинка Smile JPG, про которую я уже рассказывал в первом выпуске данной рубрики. Спустя неделю умерло 37 человек. Они умерли якобы от этого видео. В крови этих людей не было никаких наркотических веществ. Вскрытие показало, что они умерли от разрыва сердца. Видимо, очень много кирпичей наложили. Данный ролик абсолютно безопасный, но может вызвать тошноту, головную боль и галлюцинации. Хотя, можете выдохнуть спокойно, видео абсолютно безопасно. Это фейк. Смотрите, если не жаль драгоценного времени. Следующий файл называется chase2.wmv. Рассказ идет со слов очевидца. Здравствуйте, сегодня у меня был странный случай. Когда-то у меня был день рождения, и было очень весело. И после того, как мы съели торт, батя предложил посмотреть по интернету мультик до меня. Мы все искали и искали, но никак не могли все поискать. Батя решил поискать мультик по торренту, и вот мы все-таки нашли. Батя зашел на один из сайтов. Он все проверил, нету там вирусов, и начал скачивать. Но вдруг, когда началось скачивание, нас перекинуло на вредоносный сайт, и автоматически скачался не торрент файл, а файл chase2.wmv. Батя подумал, что он тупой, и начал смотреть, что там. Я тоже хочу посмотреть. Батя открыл файл через программу VLC Video Player, и мы начали смотреть. Вот что мы увидели и услышали. Какой-то разговор, обработанный аудиоэффектом, а некоторые идут задом наперед. Фотография школьника с постоянным видеоэффектом и фильтром. Надписи на чешском языке, а позже на русском. 25-е кадры, скримеры, песенговые лица, какие-то котята, страшные картинки, баянская рок-музыка, какой-то солдат, кошка-вампир, какие-то комнаты, разгадки чисел, какие-то часы, фотография кролика, который напоминает безногим, музыка задом наперед и фотография каких-то персонажей. Моя мама чуть в обморок не упала, моя сестра плачет от скримеров, страшных картинок и музыки задом наперед, а мой брат охреневает от увиденного. Мой батя через видеоконвертер конвертировал файл WMV в MP4 и загрузил файлохранилище. Благодаря нему я смог скачать и загрузить этот файл в будущем на YouTube. Батя объяснил, почему скачался файл с вредоносного сайта. Возможно, сайт, на котором перенес нас на вредоносный сайт, был заражен вредоносным вирусом под названием Троян. Логично. Не правда ли? Поэтому мы установили антивирус Avast Fairy антивирус. Сука, вы что, серьезно? И заново скачали торрент файл и начали смотреть мультфильм. Конец истории. Следующий файл называется recvideomustv.mp4. История файла следующая. Данная запись была найдена на одном из форумов, где люди обсуждали смертельные файлы. Однажды неизвестный пользователь со странным именем выложил эту историю на форум.
Он написал, что он нашел какой-то диск возле своего дома. Поставив диск в свой ноутбук, он обнаружил много фотографий каких-то неизвестных людей и с детьми. Там было множество фотографий. Пролистав до самого конца, он обнаружил два странных ролика. В первом была профилактика канала Муз-ТВ, а во втором была запись с кассеты, где какие-то люди гуляют в лесу. И на этом запись прерывается, и там ничего интересного нет. Что же на первом видео? Обычно профилактика Муз-ТВ, и она идет где-то 2 часа, если не ошибаюсь. Спустя час в 10 часов 57 минут идет какое-то непонятное изображение, и в голове что-то щелкнуло, и я понял, что это перехват эфира. Посмотрев, я чуть не наложил штаны от громких звуков. Я поставил громкость потише, но не помогло. Решил дальше посмотреть, я ожидал всяких страшных скримеров, но в ответ получил аудиокрик, но изображение начало мелькать. Появились какие-то цифры, то неизвестные надписи, возможно сайты. Спустя минуту эфир продолжился, перемотав на самый конец, там уже было начало эфира. Следующий файл называется Win98AV. К сожалению, я не нашел подробной информации по этому файлу. Единственное, что я вам могу предложить, это полностью насладиться содержанием этого файла в полной красе. И последний на сегодня смертельный файл Multipong MPG. К сожалению, по этому файлу также мне не удалось найти подобной информации. Единственное, что я могу предложить, это насладиться содержанием данного файла в полной красе.
А теперь мы с вами переходим ко взломам телеканалов. Первый произошел на Первом канале. История идет со слов очевидца. Приехав к бабушке в деревню, решил погулять с друзьями. В этой деревне много заброшенных домов. Мы прошли половину село. Есть одна улица, в которой 5 домов заброшенные. И один из моих друзей предложил зайти в эти дома. Вдруг там какие-то вещи. Но я ответил, зачем? Там все равно нету смысла заходить. Потом они меня еле как уговорили зайти туда. Мы сначала нашли старую обувь, обои, которые держат до сих пор, шкаф советский, но сломанный. Когда мы зашли в какую-то комнату, там был открытый погреб. Я, увидев это, резким движением убежал с той комнаты. Мой друг смеется и спрашивает, чего ты так пугаешься? Там все равно никого нет. Потом пошли в зал. Там был старый ковер в паутине, шторы порванные, которые повешены на стекла, и стоял старый разбитый телевизор. Один из моих друзей криком позвал нас. Что случилось? Он нашел в кухне какую-то деревянную коробку, в которой лежали кассеты. Еще на кухне лежали разбросанные кассеты. Они, видимо, были уже повреждены. Мы читали то, что было написано на кассете. Там были подборки песен 80-х, 90-х. Их было куча. Фильм какой-то был, и я обнаружил кассету под названием «Новости». Я отнес кассету на оцифровку. После оцифровки я решил посмотреть, что там за запись была. Там сначала идет прямой эфир Первого канала 2000-2010 годов. Перемотав запись, я увидел нечто непонятное. Посмотрев это, я был удивлен. Во время новостей эфир прерывается на каком-то странном видео. Давайте мы с вами разберем его содержание и посмотрим, что там за странное видео. Видео начинается с демонстрации выпуска новостей на Первом канале. При этом эфир был очень сильно искажен какими-то помехами. А дальше в кадре появляется какое-то странное видео. Помехи, надпись «Мы следим за тобой» на русском языке и красными буквами, потом плашка за то, что телеканал приносит извинения за прерванный эфир и так далее и тому подобное. Дальше появляется еще какое-то странное видео, и эфир возвращается в обыденное состояние. Про этот взлом мне сказать больше нечего. Насчет его подлинности, я думаю, вы уже догадались, что это, естественно, фейк. Едем дальше. Далее по списку идет взлом телеканала ТВ6 от 16 ноября 1998 года. Канала ТВ6 уже с нами давно нету. Его содержание я уже посмотрел, содержание безопасное, никаких скримеров, и также нету ни истории, ни подобной информации. Поэтому предлагаю вам насладиться содержанием этого взлома во всей его красе. Gee, it sure is boring around here. My boy. I am the master! Statman! Oh boy! Jesus Christ! Please save me. Jesus Christ is here! No! And I will Crucify you! You! But before I will watch TV, Oh, now, tell how Luigi finds Yoshi and Yoshi rescue... Deutschland! Enough. Crucify him! Luigi, look! How sweet. Silence! We gotta find Link. Or else Link will die. and you gotta Deutschland! hurry! No! Groovy. You saved me. Good! No! You will die. Toast! No!
Deutschland! Следующий взлом произошел на телеканале 7 ТВ. К сожалению, нашей старой доброй семерки на телевидении уже давно нету с нами, но тем не менее еще ни разу я ее не обозревал. Я про сам взлом говорю. К сожалению, подробной информации по этому взлому у меня нету, поэтому мы с вами сразу же разберем его содержание. Видеоролик начинается с демонстрации какой-то телевизионной викторины. Дальше эфир постоянно глючит и прерывается, и появляется какой-то непонятный ролик. Дальше он возвращается в обыденное состояние, и мы видим часы телеканала и внизу бегающая строка с новостями. Потом возобновляется телевикторина, но после ее возобновления проходит некоторое время, и эфир снова прерывается каким-то непонятным роликом. Скорее всего, он здесь разделен на фрагменты. Видим, что камеры, машины, мужчины, постоянное прерывание эфиров и так далее и тому подобное. Еще также был красный прямоугольник с текстом на английском языке. Хочу сразу сказать, что больше мне про этот взлом сказать нечего. Свое мнение насчет него напишите в комментарии. Его содержание, я думаю, вам понятно. И мне кажется, данный взлом был сделан с целью чисто так, не знаю, порофить или посмеяться. В общем, жду ваше мнение в комментарии. Следующим по списку идет взлом телеканала Перец от 16 апреля 2014 года. История следующая. В России 16 апреля 2014 года пару подростков взломали эфир известного телеканала Перец в 14 часов 25 минут. Данный взлом увидели некоторые жители Белгорода, Челябинска, Хабаровска, Волгограда. Это не первый случай. Через месяц, когда в ночное время шла программа «Улетное видео», в это время хакеры снова угнали эфир. Но в этот раз было выпущено жуткое видео, где два парня издеваются над мужчиной. И это видео длилось почти на всю программу. Есть слухи, что данное видео показывали в некоторых регионах Казахстана. Теперь мы с вами разберем содержание этого взлома. Начинается видеоролик с демонстрацией рекламы и анонсов телеканала. Дальше эфир постоянно прерывается и появляются помехи. После появления помех появляется видео непонятного содержания в черно-белом фильтре. Что это за видеоролик, к сожалению, мне неизвестно. Дальше эфир возвращается в обыденное состояние. По этому взлому подробной информации у меня больше нету. Свое мнение, как обычно, пишите в комментарии. Ладно, идем дальше. Далее по списку у нас идет взлом телеканала «Россия-1» от 29 мая 2010 года. Ходит легенда, что хакеры ненавидели Вести в субботу, поэтому они решили взломать телеканал «Россия-1». И вот 29 мая 2010 года, в 8 часов вечера, настал этот момент. Вы спросите, как они додумались взломать канал? Конечно же, через специальное оборудование, которое перехватывает телесигнал. Да ладно! После произошедшего хакера нашли и посадили в тюрьму на 10 дней. Хакером оказался некий Антон Антонович Антонов. Один человек на неком форуме рассказал, что он впервые увидел данный взлом. Вот его рассказ. Я сидел, смотрел телеканал «Россия-1». Я решил сделать бутерброд с сыром. Но как только я уже сделал и пошел возвращаться, вдруг начали идти помехи. Поначалу подумал, что начался дождь с грозой, но на небе не облачко. И потом я подумал, что кто-то меняет антенну, но я ошибался. Сигнал, оказывается, был перехвачен неким хакером. Логично, не правда ли? Начались появляться очень странные надписи. Некоторые из них я уже уловил. Страшные видеоролики, но страшное было симуляция оповещений об экстренной ситуации по телевидению. После этого взлома эфир вернулся в нормальное состояние. Я очень сильно перепугался. К счастью, мой друг успел записать этот взлом и скинуть его мне на компьютер. Конец истории. После появления этого рассказа многие также говорили, что они также видели этот взлом. Ныне ссылка на которую была запись взлома в формате FLV уже мертва. Такое произошло в 2016 году. Но один человек до этого успел скачать данную запись, и она хранится на компьютере. В 2017 году взлом загружен на YouTube, но через неделю был удален из-за спорного содержания. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Но один человек успел скачать взлом и в 2019 году загрузить его на Яндекс.Диск. И уже в 2022 году запись выложили на YouTube. Теперь мы с вами посмотрим содержание этого взлома. Видео начинается с демонстрации программы Вести на канале «Россия-1». Дальше появляются постепенно помехи и появляется черный экран. Этот экран очень сильно похож на экран, который был во взломе телеканала СТС Тывкария 27 сентября 2012 года, который я тоже уже на канале обозревал.
Дальше промелькают надписи известных смертельных файлов. Это Windows 8.1 Access, SmileJPEG, DS112GPG и так далее и тому подобное. Дальше появляется сообщение Главного управления МЧС России по городу Москва. Дальше появляются различные фрагменты, коржик из 3 котов в негативе, снова тот самый экран, содержание мультика 3 кота, которое полностью поменялось, непонятные надписи, присутствует также неформулированная лексика и надпись «Экстренное сообщение от Главного управления ГОЧС». Потом сообщение правительства, которое сделал рандомный пользователь YouTube в 2012 году. А потом дальше появляется таймер о том, что мультик начнет через 5 секунд, скример «Серое лицо без глаз» и эфир возвращается в обыденное состояние. Вот на этом описание этого взлома и закончено. Дальше у нас идет взлом эфира телеканала ТНТ от 4 января 2011 года. Истории и подобной информации по этому взлому у меня, к сожалению, нету. Поэтому мы с вами сразу же разберем его содержание более подробно. Ролик начинается с рекламы и демонстрации анонса передачи Comedy Woman. При этом эфир постоянно зацикливается, появляется белый прямоугольник с надписью «Нет сигнала». Эфир при этом продолжает постоянно циклиться или зацикливаться. Дальше потом появляется скример телекомпании ВИД. И все повторяется то же самое, но уже после появляется видеофрагмент из видеоролика 6996. Видеообзор который вы можете на канале посмотреть. Это первый выпуск данной рубрики. Дальше появляются еще видео непонятного содержания. При этом эфир телеканала ТНТ почему-то зацикливается. Возможно, так было сделано либо специально, или... я точно здесь ответ дать не могу. При этом появляются еще какие-то надписи. А также здесь еще была показана старая добрая реклама KitKat Россия. Те, кто любит KitKat, обязательно напишите об этом в комментарии. Ладно, больше подобной информации по этому взлому у меня нету, поэтому мы переходим к с вами следующему взлому. И последний на сегодня взлом — это инцидент на канале Росугон ТВ в 2012 году. Описание следующее. Странный инцидент произошел во время блока Baby Time на канале Росон ТВ в Ростове-на-Дону. Внезапно во время клипа группы Бабриков «Что такое доброта» начали появляться помехи и появился видеоролик странного содержания. Плюс еще была профилактика. После этого видео эфир вернулся в нормальное состояние, и в это время уже идет другой клип Бабриков «Волна». Хакера нашли. Им оказался некий Сергей Сергеевич Сергеев. Его посадили на 1 неделю за перехват музыкального телеканала. Многие дети были напуганы, кто видел данный взлом. К счастью, детей успокоила детская песня. Данный взлом длился 1 минуту 5 секунд. Ну что ж, давайте мы с вами разберем его содержание. Видеоролик начинается с демонстрации эфира телеканала. Дальше постепенно эфир появляется помехами и появляется настроечная таблица. После появления настроечной таблицы появляется заставка мультсериала Барбоскины в негативе и текст на непонятном языке. При этом есть надпись «Андершвит», как-то так, и еще цифры какие-то. Потом появляется какой-то ролик. Дальше появляется лицо из 6996. Появляется еще один кадр из известного смертельного файла. Мужчина из видеоролика Мариана Мотрес Грезгов. Крош из потерянной серии Blast, которая вышла в 2004 году. А потом черный экран, и эфир возвращается в обыденное состояние. Перед возвращением в обыденное состояние появляется скример. Вот так вот. На этом выпуск подошел к концу. На этой чудесной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. А также, если вам нравится мое творчество и вы хотите меня поддержать, то все ссылочки до поддержки моего творчества вы можете найти в описании под этим видео. Там же в описании под этим видео есть ссылка на мои другие социальные сети: Telegram, Discord, VK, ICQ, Twitch, Trovo и так далее. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.